Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события или события ближайших дней. Не ставлю специально каких-то временных рамок, потому что у кого-то 2-3 дня и все проигралось. Кто-то пишет, а у меня уже это все случилось. Ну, у кого-то и не совпадает, но может растянуться до пару недель. Итак, давайте узнаем, с чем будут связаны именно события. И первый у нас прогноз, как бы тут в одном два будет. И первый – это карты старинного цыганского пасьянса. И никогда не знаешь, что тут совпадет, эти маленькие карты с рандомной выдачей. Итак, давайте узнаем. И такой у нас переменчивый август 2025 по началу до 10. Какая-то пауза, словно телефон замолкает, какие-то дела не связываются воедино или, может быть, и переноски какие-то по времени случаются, или информационный какой-то водоворот, такое тоже я допускаю, ретроградный Меркурий до 10, но к середине месяца уже планетарные транзиты обещают нам, что ритм ускорится, а к концу месяца и того быстрее пойдет. Ну, давайте мы с вами узнаем. Итак, события ближайших дней. С чем же это будет связано для вашего знака зодиака? Будьте внимательны. Вот смотрите, маска. Вы сами можете не доверять кому-то. Вы где-то можете, вы люди очень интуитивные, уже предполагать, или его величество опыт, что есть какие-то персоны, которые, да, ну, или заинтересованы, или могут хитрить. И говорить одно, как будто транслировать, да, а на самом деле иметь свой какой-то обратный план. Может быть, и вам, мои дорогие, ничего другого не остается, как одевать маску, потому что обстановка такова. И вы можете по этому поводу переживать. Вот что-то явно либо не стыкуется, либо не совсем так, как вы бы этого хотели. Ладно, давайте пойдем вперед. Может быть, нам расскажут, с чем это может быть связано. События ближайших дней. Ох. Или вы куда-то собираетесь, может быть, в гости, или гости собираются к вам. Может быть, это и спонтанный какой-то маршрут, как и каких-то других людей, вторых, третьих лиц, или ваш собственный маршрут. И вы тоже где-то переживаете, как все пройдет. Может быть, именно переживание, ну вот с каким-то перемещением связано. Или контактами. Смотрите, у вас еще выпадает. Ага, я тут прошляпила. Книга в этом пасьянсе – это официальное учреждение. А еще выпадает замок. И вот теперь я могу тогда сказать, тут можно по-разному трактовать, потому что в одной связке и маска, и замок. Так вот, вот этой маске или людям, которые что-то замышляют, или вы даже если предполагаете, ну тогда, наверное, карты пасьянса вам хотят передать, донести мысль, что вам этот человек ничем не навредит. Ну, может быть, и наблюдает, но вполне вероятно, это и разрозненные как бы значения выпали, а они как бы сами по себе. Может быть и иной вариант, что замок относится к примеру, вот к этим гостям, или к вам гости, или вы куда-то собирались в дорогу. Но, может быть, это все откладывается по тем причинам, которые вы по маске даже еще пока не знаете, не можете просчитать, и по этому поводу переживаете, перекладывайте на себя. Может быть, это какие-то контакты, которые были запланированы и становятся на паузу по части чиновников, подписания, согласования каких-то документов или получения важных бумаг. Может быть, сама по себе бумага, но никак вами, ну, или не может быть получена, или по каким-то причинам идут задержки, и вы именно из-за этой бумаги или из-за какого-то решения не можете словно взять старт, получается закрытый путь. И вы ждете, переживаете, когда же это состоится. Но тут может быть и другая картина, посмотрите. Вот как интересно у вас получается. У нас выпадает лицо. Ну, тут нам цыганка представлена. Может быть, поэтому и называется цыганский старинный пасьянс. Хотя прописано в значении просто лицо.
Имеется в виду человек малознакомый, малоизученный. И это может быть случайный попутчик или чиновник, то есть кто угодно. Может быть, это контакты как раз в официальном учреждении с какими-то людьми, которые вы пытаетесь вот договориться или обустроить какой-то вопрос. Но вот это дело все равно никак не движется с мертвой точки, и вы из-за этого переживаете тоже. Ну вот есть какой-то такой интересный расклад, хотя ведь это может быть и как бы был, да, вот этот закрытый путь. А вы как раз ищете эти варианты, давайте положим так, ищете людей, которые вам могут поспособствовать решить как раз тот вопрос, который для вас, ну, по вашему мнению, или вам нужен, перспективен, очень важен. И вполне тогда я могу предположить, что у вас будет внезапное знакомство или контакты с тем человеком, ну, который будет оказывать содействие. Давайте узнаем, так о чем же дело-то кончится? Вот мне уже любопытно, так вот неожиданно. Ну, мы смотрим на короткий период времени, не могу сказать, что что-то у вас быстро стыкуется. А вот правда, какая-то нестыковочка. И правда есть переживания. Вот это только переживания. Нам карты не сказали, что этого не может быть. А еще месяц. Это, знаете, как внутреннее какое-то напряжение. Ну, так вот нестабильное какое-то внутреннее состояние. И вроде не выложишь во что-то конкретное, что вы чувствуете, а тем не менее вот какой-то осадочек, потому что что-то, ну, не идет так, как вы бы этого хотели. И раз нам так активно показывают эту ситуацию, стало быть, либо для кого-то эта ситуация не нова, а какое-то время тянется, или, ну, знаете, достала сама по себе ситуация, так и хочется сказать, потому что эмоций много. Как и череп, да, переживания мы сказали, так и вот это состояние внутренней какой-то неопределенности, тревога, два скрещенных меча. Ну, вот это то, что эмоционально, но оно к конкретике дела вообще ни разу не относится, мои дорогие, это правда. Ладно, сейчас мы посмотрим на картах Таро, это вообще что такое. И, кстати, предусмотрено ваше именно настроение, ваш эмоциональный фон. Я думаю, нам карты Таро, а это как раз психология по части Таро, нам раскроет пополнее этот вопрос или подробнее. И пока я с вами говорю, я смотрю, что мы можем еще соединить, потому что в этом пасьянсе крайние ряды по вертикали, по горизонтали мы соединять таки можем. Ну, что-то я не вижу. Нет, не вижу, мои дорогие. А что это за тема такая? У вас тут, знаете, вот если мы все то, что нам выпало, соединим воедино, тут и правда какая-то нестыковка. Такое впечатление создается, что какая-то вас ситуация и измотала. И есть необходимость, так вот подытожим, решить какой-то вопрос, ну, а он как будто воз и ныне там. Ну, давайте узнаем. Ваше настроение в связи с этими событиями, ваш эмоциональный фон. Что же это такое все-таки? Ну да, пауза, нам карта снова подтверждает. Но, кстати, мы сами складываем оружие и приводим мысли в порядок. Но, может быть, это у кого-то более такое, знаете, хладнокровное отношение к этому процессу, и вы принимаете решение, но если я не могу это никаким образом ускорить или как-то изменить, я, по крайней мере, уделю внимание самому себе или самой себе, попросту отдохну. Давайте посмотрим. Или какая-то вынужденная пауза. Но нет, тут все-таки пауза затянулась. И уже вот посмотрите, искаженного восприятия. Карта восьмерка мечей. Это нам кажется. И руки связаны, и глаза завязаны, и вокруг забор из мечей. Реально этого не существует. Мы чувствуем себя как в заложниках и условно цепи на руках. А ведь на самом деле цепи не держат. Это только внутренние ощущения. Но именно внутренний эмоциональный фон начинает откладывать уже как свой отпечаток, или вы сами себе чего-то не того можете наколдовать. Подождите, правда, для тех, кто смотрит мой расклад, ну и где-то это вот совпадает, правда. Тут у кого-то вообще ничего не совпадет, потому что мы все разные. Ну и что знак зодиака объединяет? В разные даты родились мы, в разные асценденты, будем говорить, тысяча причин.
Но, тем не менее, у кого что-то подобное совпадает, то это все опять же кажется. Нам не составляет труда. Вот просто руки вниз опустите, цепи сами свалились, а потом мы сами сняли эту повязку и видим совершенно по-другому. Почему говорю, тут не наколдовать? Да потому что стоит только увидеть реальность, а девушка смотрит вглубь себя. Это то, что она чувствует. Но она где-то утратила вот эту связь с реальностью, и поэтому для кого-то эта пауза уже бесконечна. И я допускаю, что это длительный период времени. Вы уже как в состоянии безвремени находитесь или пытаетесь снова и снова решить какой-то вопрос, а у вас все никак не получается. И тем не менее, смотрите, Паш кубков. Тут все равно есть какая-то зацепочка, скажем, решить вашу тему. Или вот это настроение где-то помогает вам отдых, и когда вы, ну, как с другого ракурса смотрите на свой вопрос или проблему, потому что по пажу кубков все-таки это хорошее настроение или добрые вести. Ну, давайте еще достанем одну карту. И что же это точно? Вот смотрите. Паж кубков, а следом идет, как по рангу выше карта, рыцарь кубков тоже. И первая и вторая карта говорит нам о добрых эмоциях, кстати. Может быть, в вашей жизни все-таки я вижу так, что вот какой-то сложный вопрос каким-то образом, через контакты, может быть, неожиданные знакомства, или вы найдете такого человека, или вас с ним кто-то сведет, познакомит, или вы сами какой-то ребус сложите в своей голове и начнете как, ну, с других позиций решать вот то, что у вас стало, ну, вот на какую-то паузу. У вас получится это осуществить. Это не патовая ситуация, не безвыходная. Потому что, посмотрите, две карты первые, ну, такие, где-то и покой, да, или пауза, а потом вот это искаженное восприятие, именно восприятие. А тут на смену приходят добрые эмоции. Карта, кстати, две карты, если мы по части настроения спрашиваем, то ваше настроение определяет исход дела. Если мрака в себе нарисуете, вы будете магами и волшебниками, но не в ту сторону, мои дорогие. А вот как только больше оптимизма, тогда и больше красок жизни, больше как бы солнца, больше ясности, понимаете? Вот такой тонкий нюанс. Давайте мы зададим такой вопрос. В каких сферах жизни вам придется принимать важные решения? В каких сферах жизни? Ну, еще одна четверка. Чтобы выйти из паузы, мы должны в другое направление посмотреть. Молодой человек что-то читает или изучает. Когда мы что-то читаем, мы не видим, что происходит вокруг. А тут кубок, возможность нам дают совершенно неожиданно, не с той стороны. Мы должны, словно, может быть, пересмотреть свои планы или действовать как-то иначе, что в планы, опять же, наши не входило. Но это единственный вариант решить ваш вопрос или проблему. Но это будет, пока нам не говорят конкретно сферы жизни. Это, опять же, эмоции. Но, может быть, как нам прежде сказали, именно эмоции, решение вопроса какого-то определяют. И посмотрите, по нулевому аркану, да, мы говорим, шут, дурак, нулевой аркан. Но в этой колоде у нас тут особенный шут. Он жонглирует всем зодиаком, правда, маг и волшебник. Для него нет ничего невозможного. Балансировать ему приходится, никуда не денешься. Тут нет, знаете, как широкого шоссе. Или словно мы ехали куда-то, да, и остановились на светофоре и ждем, когда зеленый зажжется. Нет, мы не на светофоре. Здесь, знаете, как истина где-то рядом. Или решение проблемы, оно вот вибрирует между «да» и «нет». И фарватер узкий, как нам решить какую-то застарелую проблему или вопрос, он у нас есть. Но для этого совершенно необходимо как-то действовать нестандартно. И быть осмотрительным, безусловно. Так вот, в каких сферах жизни вам придется принимать решения? Кстати, сфера жизни не совсем сфера жизни, но иногда нулевой аркан о чем? Что ехать надо. Или потому что нулевой аркан – это еще и перемещение, путешествие, или куда-то поездка, или как состыковать какие-то контакты. Тогда вот у нас есть это, или будет эта возможность. Основная задача – увидеть эту возможность. И все же, в каких сферах? Надейся сам на себя. Отшельник идет. Может показаться, что
Отшельник стоит на месте, он идет, но очень медленно. И вы знаете, мои дорогие, ведь подшельнику никто не мешает. Слушайте вашу интуицию. Вот этот фонарь, который в руке отшельника, это и есть прообраз нашей интуиции, который включается вовремя. И вот тут фонарь включился, отшельник видит змею. То есть вам тут что-то нужно, так, знаете, холодным умом решать. Повешенный — это какая-то долгая ситуация, которая действительно была словно перевернутая куда-то. И ведь это старших два аркана. Вот как будто нам говорят: быстро, вот таким одним махом, или, ну как это сказать правильно, когда вы одним движением или одним решением завершаете какую-то путаницу или решение проблемы. Нет, тут так не получится. Тут какая-то ступенчатость или медленный, но верный путь. Или когда действительно действовать нам придется одновременно как-то по-другому. Если мы уже говорим об аркане повешенной, да, мы знаем, это пауза. Это вы можете чувствовать, я словно жертва обстоятельств. Кстати, такое тоже может быть. Но вообще-то это ведь сам себя человек перевернул, чтобы увидеть какую-то тему, как будто с другого ракурса. Решить вопрос, сделать правильный выбор, с чем-то определиться. Потому что в нормальном состоянии как бы у него уже не получилось. И вот он себя переворачивает и ищет альтернативный вариант. И есть возможность, он этого находит. И после того, как он решит какую-то тему, посмотрите, мы опять же смотрим на эту карту, опять на эти цепи, и ведь мы видим теперь, цепи не держит. Точно так же не держит, как по восьмерке мечей. И наш человек, как волшебный танец, он уже танцует. Вот какой-то такой интересный от вас ход конем требуется. Или какое-то решение. Но я тут вижу, что все-таки есть эта возможность. Основная задача ее увидеть. С чем это связано? Видите как? Ведь семерка кубков — это когда многозадачность. Она где-то с элементом иллюзорного или успеха, или каких-то иллюзорных надежд. Любая семерка — это где-то и пауза тоже. Либо мы не торопимся, либо пространство не торопится, либо кто-то не торопится. Поэтому тут нужно именно просчитывать. И понимаете, тут как рационально нужно выбрать что-то одно, и потом именно вот так точечно в этом направлении и идти. И тут ведь тоже нам один кубок. Как будто сразу в несколько дорог мы не пойдем. И знаете, тут вот еще одна карта, которая говорит, что только есть одно решение по королеве мечей. Это про образ Юдифи, мы знаем, как отрезала так отрезала. Надейтесь сами на себя. Еще одна карта говорит. И, кстати, храните молчание, вам молчание помогает. Когда никто не знает, куда вы собираетесь отправиться, и где-то вас это бережет и даже защищает. Но, знаете, как это нужно с каким-то направлением и одновременно действиями вам определиться и рассчитывать действительно, как будто путь какой-то вам придется проделать в одиночку. Или пусть это будет касаться документов, каких-то согласований. Но даже если люди хотят вам помочь, они здесь вам могут помешать. Вот как будто так. Что-то будет связано либо с документами, либо с юриспруденцией, либо, опять же, поездки, перемещения. Вот какой-то вопрос, который в себя включает сразу несколько позиций. И, может быть, и работу, и дорогу какую-то, да, нам уже об этом сказали. И вот этот рационализм, и еще и юриспруденцию я такое тоже могу допустить. Очень интересно. Ладно. Но если мы говорим, у нас тут закрытый путь. А ведь и правда что-то там такое запутанное. Напишите мне, пожалуйста, потому что вот я смотрю на карту. По крайней мере, у кого это отзывается. Сложный расклад, совершенно неожиданный на ближайшее время. Ну, кто бы мог подумать. Давайте поездки мы спросим. Поездки, возможности перемещения, но все равно будут. Вы решите эту задачу. Вы через какую-то рутину пройдете. Во-первых, нам показывает вас профессионала. Тот, который никогда самообладание не теряет. И тот, у которого достаточно терпения, настойчивости, сил через эту рутину, как подняться на ступеньку выше.
Может быть, для кого-то из вас поездка, она именно еще и с денежным каким-то вопросом взаимосвязана. Поездки. Паш Пентаклей. Нам снова говорят о каком-то новом направлении, о новом методе, о новых контактах или каком-то новом способе. Но по пажу мы здесь словно еще и направление выбираем. В принципе, тут знаете как? Тут вы могли собираться в одну местность, а может быть вы решите поехать в другую местность, а из той другой заглянуть куда-то еще, да? Или вот, ну, какая-то такая, может быть, многоходовочка. В конечном итоге, как вы раньше так не делали, а вам придется, точно, вам как-то придется альтернативно поступать. Ведь вот смотрите, почему я так вижу, если, к примеру, нам тут уже много перемещений сказали, да, и здесь как будто закрытый путь, а тут у нас, может быть, и вы человека ждете, а он тоже, у него нет возможности приехать. И вот и получается, что сначала идет какая-то рутина по пажу Пентаклей, и это мы вот именно где-то с направлением определяемся. Или, может быть, ждем какой-то документ, весточку, вот что-то такое, но это все равно элемент новизны. Или какого-то нового фарватера. Так вот, я так допустить могу, что сначала что-то, ну вот вы обдумываете долгое время, а потом как, ну, может быть, не очень удобно, как бы, да, вот как я говорила, в одно место едем, а потом как будто соединяем это место с другим. Ну, или, может быть, людей в одной местности соединяем с людьми в другой местности для того, чтобы решить какой-то вопрос. Или одну компанию с каким-нибудь сервисом услуг или еще с чем-то. Тут ведь у кого чего касается. Мы соединяем с другим. Короче говоря, вы победители. Но, видимо, победа тяжело дается, может быть и так, не так просто, но оно того заслуживает, понимаете? У вас вопрос какой-то решится, вполне вероятно. Я, по крайней мере, это вижу, но нам ведь сказали, что это не будет быстро. И я уже тут так много вопросов задала картам, нам не говорят сроки, что это в ближайшие дни, хотя я этого тоже не исключаю. Но, мои дорогие, если есть какая-то возможность, даже если вам это словно, знаете, нужно сделать вещи привычные каким-то усложненным способом, но этот способ будет единственный, вот тогда от него не отказывайтесь, потому что это такая цена победы, я такое могу предположить. Ладно, ну давайте тогда, победа в конце концов вам выпала. Это уже прогрессивно, значит, все было не зря. Какое продолжение следует? И следует ли оно? Или вот эта победа к чему приведет? Что будет дальше? Ну вот смотрите, опять семерка. Что-то быстро не идет. Все равно будут какие-то периоды ожидания. Будет и тот период, когда вы должны будете постоянно что-то просчитывать. Я могу предположить с учетом пажа Пентаклей вам на последующее, то есть вы какой-то вопрос решаете, а дальше вам придется действовать или работать, или сотрудничать как-то по-другому, или договариваться опять же по-другому. Вам придется как будто где-то и подождать с учетом, может быть, регламента, или пока какой-то документ, бумага будет подписана, или пока там что-то будет оформлено. И вам придется и себя сохранять, и ваши планы тоже. Очень аккуратные действия, но по девятке жезлов сил у вас хватит. Но вот все равно будет потом какой-то прорыв. Я не вижу ведь это продолжение, да? Я не вижу, какой это будет срок. Но уже, вот посмотрите, последняя карта. Хотя до этого нам все время то пауза, то какая-то задержка, то многоходовочка или какая-то многозадачность. Но в конечном итоге прорыв, восьмерка жезлов – это, как знаете, скорая информация, какое-то известие или само по себе ускорение. А еще это карта трансформации, и жизнь набирает темп. Ну, может быть, к концу августа, так это точно. Я надеюсь, к середине, может быть, ваша тема, которая вам ну, важна, и одновременно вы прикладываете к этому усилия. Может быть, это у кого-то касается денег, а у кого-то, ну, и, может быть, и личной жизни, хотя нам об этом ни разу не сказали, но, тем не менее, паж кубков и рыцарь кубков, то есть где-то пересечение может быть, как встреча, может быть, людей, да, или встреча с вашими родственниками, с вашими близкими, и все вот она никак
не состыковывалось, что-то тут не получалось. Но вот оно получится, даже если с какими-то заменками или задержками, или каким-то сложным образом, путем, мои дорогие. Но вы сумеете это преодолеть. Не случайно карта победителя. Перекладывайте на себя. Благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии искренне. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.